Здравствуйте, друзья! Есть цветы, в которые сложно не влюбиться уже с первого знакомства. Они завораживают нас своим буйством красок и множеством соцветий. К таким ярким красоткам относится немезия. При несложном уходе и хорошем освещении это растение способно составить серьезную конкуренцию многим обильно цветущим летникам. Пышные кустики немезии с легкостью украсят ваш сад, и не только. Их можно выращивать в открытом грунте и в кашпо, выставляя на террасе, у дома или на городском балконе. Таких красочных расцветок и количество цветов, как у этой культуры, сложно найти. Композиция из цветущих сортов немезии – настоящий восторг. Этот цветок также отлично подходит для составления совместных композиций с другими растениями. Универсальная немезия эффектно смотрится в открытом грунте и в вазонах. Она также удачно подчеркнет яркость многих ампельных культур. Только посмотрите, какое красочное сочетание синей лобелии с желтой немезией. Подобные композиции будут всегда в центре внимания и украсят любое место на долгие месяцы. Ведь цветет немезия не только обильно, но и очень долго, начиная с июня до самых заморозков. Конечно, сроки цветения во многом будут зависеть от времени посева семян или черенкования, а также от того, как вы будете ухаживать за своими растениями. Хотя особо сложной в уходе немезию не назовешь. Этот цветок предпочитает яркий свет, питательный грунт нейтральной реакции, умеренный полив и подкормки. Если вы посчитаете, что у немезии мелкие цветочки и она не стоит внимания, вы ошибаетесь. У этого растения множество преимуществ. Например, немезия – это универсальный цветок, который подходит для открытого грунта и даже выращивания в помещении. Ее цветение не прекращается до стойких холодов. Цветов порой бывает так много, что крона немезии выглядит как большой цветущий шар. Кустики постоянно наращивают свои боковые разветвления. Они отрастают из листовых пазух, за счет чего растения кажутся объемными, а их цветение почти неустанное. Но для кущения побеги необходимо периодически укорачивать. Благодаря способности наращивать боковые веточки и столь обильному цветению до глубокой осени, немезия считается конкурентом номер один для многих обильно цветущих культур, например, петуний, лобелии и прочих ампельных летников. Те, кто уже попробовал выращивать этот цветок, высаживают немезию каждый сезон. Поверьте, что она того стоит. Это растение без преувеличений, настоящая находка для всех цветоводов. Его с успехом выращивают в средней полосе и в более южных садах. К тому же соцветия немезия очень яркие и ажурные. Есть также сорта с многоцветной окраской. Причем лепестки могут быть окрашены в яркие контрастные цвета, например, желтый и фиолетовый, белый и темно-красный и так далее. Это растение вам точно не даст заскучать и подарит настоящий праздник цветов на долгие месяцы. Кстати, немезию можно найти в продаже под названием сансатия. Эти гибриды отличаются более крупными цветами, ранним и продолжительным цветением, а также своей жаростойкостью. А вот более ароматной считается белая немезия. В зависимости от сортовых характеристик вы можете для себя подобрать разные растения, которые будут отличаться окраской и размерами. Есть сорта высотой около 20 см, есть средние и более высокие до 60 см. Вся верхняя часть побегов густо покрыта соцветиями. Цветочки расположены по кругу, создавая яркий ажурный рисунок. Иногда от большого количества соцветий длинные стебли изгибаются, приобретая ампельный вид. Еще одно очень существенное преимущество данной культуры в том, что она самостоятельно сбрасывает свои увядшие цветки. За ней не надо ходить, ежедневно высматривая и удаляя сухие соцветия. Это во многом упрощает уход за немезией и делает ее декоративной долгие месяцы. Немезию также можно не бояться выращивать на улице. И не только на солнце, но и в легкой полутени. Ее соцветия
устойчивые к дождям и ветрам. Это отличный вариант для садовых клумб и кашпо. Если вы захотите вырастить немезию, сейчас несложно найти ее семена в разных интернет-магазинах. Стоят они недорого. Их всхожесть около 2 лет. Огромное разнообразие сортов позволит вам выбрать то, что вам больше подходит по окраске и высоте. Но даже чисто белая немезия роскошно смотрится на клумбе, особенно в сочетании с другими яркими цветами. Более того, свои растения вы сможете начеренковать. Вам также не нужно будет выбрасывать кустики с похолоданиями. Занесите их на зимовку в помещение. Ближе к весне начеренкуйте. Уход за этой цветочной культурой особо ничем не отличается от многих летников. Кстати, среди немезии есть не только однолетние, но и многолетние разновидности. Этот цветок важно не залить. Немезия не любит частое переувлажнение. От переизбытка влаги ее корни могут пострадать грибковой инфекцией. Чтобы кустики ветвились и развивались более объемными, растения надо периодически прищипывать. Начинают это делать уже на стадии молодой рассады. Для продления цветения отцветшие стебли также укорачивают. Это подтолкнет растения выпускать новые побеги с бутонами. Также для обилия цветов кустики подкармливают не менее 1 раза в неделю комплексными минеральными составами для цветущих культур. Посевы семян приступают со второй половины марта. Поскольку они мелкие, для удобства их можно смешать с песком. Посев проводят поверхностно. Сверху сбрызгивают водой из пульверизатора, накрывают пленкой и ставят в светлое место с температурой плюс 20 градусов. Выращивание рассады немезии многим схоже с львиным зевом. Обеим культурам необходимы прохладные условия и хорошее освещение. От недостатка света сеянцы будут вытягиваться и чахнуть. Как проклюнутся семена, емкости ставят под яркое освещение, а температуру снижают до плюс 15-18 градусов. Обычно ростки появляются через 2 недели. С появлением всходов пленку снимают. Теперь важно поддерживать оптимальную влажность грунта. Перелив рассады недопустимый. Также многие опытные цветоводы рекомендуют держать молодые сеянцы немезии при температуре плюс 10 градусов. Это точно не даст росткам сильно вытягиваться. Через пару недель развития посевы подкармливают жидкими удобрениями. Не помешают также обработки фунгицидными препаратами. После появления первой пары настоящих листочков растения пикируют и поддерживают температуру около плюс 14 градусов. Для развития пышных кустиков подросшую рассаду необходимо прищипывать. На каждом побеге лучше оставлять не более 2-3 междоуслей. Если вы не хотите заморачиваться с рассадой, немезию можно размножить черенкованием. Плюсы вегетативного метода в том, что цветы таких растений крупнее и распускаются раньше. Веточки черенкуются хорошо, причем корешки появляются даже в воде. Еще одна хитрость для получения более раннего цветения заключается в том, что не надо высаживать молодые кустики в большой объем горшка. Растения будут стремиться освоить контейнер, и все силы пойдут на развитие корней, а не на наращивание побегов и закладку бутонов. Подбирать вазон надо исходя от размеров сорта. В основном для составления пышной композиции на 3-литровый объем потребуется высадить около 3-4 кустиков. Если вы посадите у себя этот цветок, ваша клумба или кашпо будут всегда в центре внимания. Незамеченной немезия не остается никогда. Она эффектно выглядит в сольной посадке и совместно с другими культурами. При желании вы сможете составить не только самые яркие цветочные композиции, но и вырастить из низкорослых сортов немезии роскошные цветущие ковры. Подобное зрелище впечатлит кого угодно. Уверена, что это растение вас удивит и приятно порадует. Пышные кустики немезии украсят ваш сад и помещение на долгие месяцы. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом или мнением по этой цветочной культуре. Большое спасибо вам за ваши добрые советы, лайки и комментарии.
Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик. Это очень удобно, чтобы всегда быть в курсе и в будущем не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч в нашем добром саду.